文天帝，你在生死关头助我一把就够了，你就逞能吧。 Сяо Янь вернулся в Академию Дзянань на уровне Святого Семи Звезд. В тот момент на нее напал Залдуш, а точнее клан Хунь. Одним ударом Сяо Янь покончил с мнимым святым, вместе с ним прибыла целая группа. Как сказал Сяо Янь, надвигается беда. Что же произошло? Сяо Янь, паря в небе, покачал головой. Он приказал Гусюнер и святым армии Альянса спуститься вместе с ним. Когда он спустился, сложив вежливо ладони, парень усмехнулся. Не менее всех удивила Гусюнер. Ее элегантное и спокойное поведение бросилось в глаза окружающим студентам. Наверняка никто из них не сумел бы поставить с ней вровень ни одну девушку в академии. Старейшина Сутянь поприветствовал ее. Прежде чем она успела ответить, появился еще один человек и обнял Сюнер на виду у всех. «А ты все такая же». Гусюнер сперва поразилась, но в итоге беспомощно улыбнулась, когда узнала девушку. «Ты вправду выросла очаровательной красавицей. Однако, кажется, ты не сумела сбежать от коварных лап этого Сяо Яня», – захихикала Худзя, повернувшись в сторону Сяо Яня. Ухао стоял в стороне со своим мечом, сам он постоянно смотрел на Сяо Яня. Когда их взгляды встретились, они улыбнулись друг другу. Они не могли забыть свою старую дружбу. Сяо Янь испытывал всплеск эмоций, рассматривая старого знакомого. «Кажется, ты стала учителем?» А Сяо Ю покраснела, когда Сяо Янь посмотрел на нее. Подчиненный приветствует главу. Мужчина средних лет из врат Сяо сложил ладони перед Сяо Янем с волнением на лице. «Ты из врат Сяо, верно?» Сяо Янь улыбнулся ему. «Вы хорошо поработали». «Все оставшиеся члены клана Хунь уничтожены», – улыбнулась ему Цайлинь. Сутянь и остальные эксперты слегка испугались, глядя на с десяток экспертов за спиной Сяо Яня. Они определили, что могущество всех тех людей достигло класса святого. Подобная группа могла испугать до чертиков, они лишь горько спросили: «Так что на самом деле случилось?» Надвигается беда. Сяо Янь обменялся взглядом с Ман Тяньчи. Дал свой ответ он уже с гораздо более серьезным выражением на лице. В оставшееся время постарайся эвакуировать всех студентов и академию. В регионе Черного края скоро произойдет кое-что масштабное, низким голосом добавил Ман Тяньчи. Честно говоря, даже он с трудом мог поверить предположению Сяо Яня, что древний особняк бога Тоше находится под академией. В конце концов, когда он запечатывал пламя падшего сердца, он тоже спускался в мир магмы. Однако он не погружался глубоко. Кто бы мог подумать, что он близко проходил мимо древнего особняка бога. Выражение Сутяня изменилось, когда он отметил серьезные лица Сяо Яня и Ман Тяньчи. Он поколебался, но ответил: «Здесь так много студентов. Куда мы сможем эвакуировать их в кратчайшие сроки? У нас не так много людей, чтобы безопасно переместиться в нашем регионе». «Вопрос со студентами несложный. Я могу временно спрятать их в небесной гробнице», – махнул рукой Сяо Янь. «Что до произошедшего, давайте обсудим все в деталях внутри». Старейшина Сутянь мог лишь кивнуть в ответ. Он отдал указания другим старейшинам успокоить студентов, а сам направился в зал совещания академии. И здесь Сяо Янь все рассказал. Залдуш уже множество фракций региона Черного края превратил в кровавые бани, однако мы их уже уничтожили. Лица экспертов и других старейшин, включая Сутяня, передернулись, когда они услышали его. Учитывая страшную силу тех людей, они вполне могли провернуть нечто подобное в регионе Черного края. «Но у нас с ними же нет особой вражды, разве не так?» – горько рассмеялся Сутянь. Залдуш являлся фракцией центральных равнин. В их местах редко кто появляется из той области, поэтому он просто не мог подумать, зачем Залдуш так поступать и нападать на них. Сяо Янь кратко описал последние события на центральных равнинах. Он также рассказал о сражении Альянса с кланом Хунь. «Ты вправду выдающийся. Спустя десятилетия ты сумел достичь такого уровня». Сутянь с удивлением смотрел на Сяо Яня. Старик Тянь, старик Бай, Ухао и остальные эксперты кивнули. Когда Сяо Янь ушел, он был простым императором. Но сейчас наверняка сложно будет отыскать эксперта, способного одолеть Сяо Яня. Его достижения попросту поражали. Святой, да и еще столько звезд. Основываясь на словах директора, причина катастрофы региона Черного края заключается в мире магмы под Академией. На дне скрыто нечто, в чем так нуждается клан Хунь.
сказал Ман Тяньчи. Клан Хунь весьма жесток. Чтобы заполучить то, что они хотят, они без колебаний лишат жизни весь регион Черного края. Для них подобное несложно. Недавно сюда прибыл лишь их авангард. Вскоре появятся их настоящие силы, а тогда начнется настоящая ошеломительная битва. Студенты не должны здесь оставаться, четко и ясно произнес Сяо Янь. Старейшина Сутянь и остальные переглянулись. И вправду на них свалилась огромная проблема, что пришла из ниоткуда. Они просто учат молодых студентов. Кто из них мог представить, что им на головы свалится такая беда? Кроме того, проблема пришла со стороны сильнейшей фракции континента Доуци, клана Хунь. Если бы вы не пришли вовремя, то здесь точно потекла река крови, беспомощно вздохнул Сутянь. Они на собственном примере лицезрели техники клана Хунь. Если бы не Сяо Янь, страшно подумать, что бы им пришлось увидеть. Первый старейшина, расслабьтесь. Клан Хунь может и могущественен, но армия Альянса не боится их. Мы не позволим им просто так разрушить Академию Дзянань, успокоил его Сяо Янь. Академия – это еще ничего. Главное, чтобы с людьми все было в порядке. В дальнейшем все были очень осторожны и стали более внимательно относиться к последующим событиям. Как только кто-то обнаружит присутствие любого эксперта клана Хунь, необходимо сразу подать сигнал. Подкрепления Альянса направятся сюда. Что же касается Сяо Яня, он решил направиться в мир магмы. Он обязан был убедиться в странной реакции древнего нефрита Тоше. Сутянь изумился, когда услышал, что Сяо Янь собирается погрузиться в магму. Но, учитывая силу Сяо Яня, теперь ему не страшны ни эти ящеры, ни сам магматический мир. Гу Сюнэр хотела пойти с ним. На ее лице возникла тревога. Если древний особняк бога и вправду внизу, то трудно предсказать, какие там таятся опасности. В конце концов, любой бог древних времен не такой уж и простой эксперт. Но Сяо Янь велел остаться здесь. С его нынешней силой, даже если эксперт уровня Хунь Тяньди появится на дне магмы, он сумеет сбежать. Гу Сюнэр не стала настаивать, а просто кивнула, не забыв напомнить об осторожности. Сяо Янь был человеком, который действовал молниеносно. Вот почему он уже поднялся на ноги. Сутянь и остальные просто кивнули. На дне башни Академии Сяо Янь стоял перед дырой входа в мир магмы. Сгусток полупрозрачного пламени собрался на его ладони. Пламя падшего сердца. Ха-ха, прошло так много лет, а оно немного выросло, улыбнулся Сяо Янь, рассматривая пламя. Перед ним находилось дитя пламени падшего сердца, которое он тогда нашел под магмой. Однако спустя десятилетия оно стало заметно сильнее. Что же ждет Сяо Яня на дне магмы? В предыдущих видео канала Киномикс мы это рассмотрели. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. А продолжение этого видео и то, что же Сяо Янь нашел в мире магмы, вот подробно рассматривается в этом ролике. Его можно найти на канале, немного пролистав список всех видео, либо по ссылке в описании. Зацените, думаю, вам точно понравится. А также особая благодарность спонсорам, ведь это видео вышло эксклюзивно для вас в первую очередь. Ваша поддержка неоценима ввиду нынешних проблем с YouTube. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайк и всем пока.